Срочное обращение Кремля и ультиматум Зеленскому. Путин созвал Совбез РФ. Первый комментарий о мирном плане. Реакция Москвы. Зеленский заявляет о начале борьбы и сложном выборе. Трамп смотрит на часы, отчет пошел, Украину лишат военной поддержки, если Киев откажется подписывать мирный план. Если даст согласие, Запад обещает удар по России в будущем. О чем речь? Народный суд. Судьбу главы Офиса президента Украины Ермака собираются решить всей страной. В парламенте инициируют голосование для украинцев. Ответ Беларуси Польше. Минск готов к сотрудничеству с Варшавой. Силовики Лукашенко начинают поиск украинцев на территории республики. Дорога закрывается. Военные заявляют о потере города. В Генштабе признают истощение сил. Обстановка на фронте на фоне коррупционного скандала и мирного плана. Шольц дает показания. В Казахстане мышиный бунт, а в ООН заявляют о жестоком кризисе. Сколько женщин за год заявило о насилии со стороны мужчин? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как всегда. Прямо сейчас нажмите, пожалуйста, лайк, а я начинаю. Беларусь готова действовать по запросу Варшавы. В Минске подтвердили факт въезда в страну 2 граждан Украины, которых Польша подозревает в диверсии на железной дороге. Также в ведомстве заявили, что диверсантов усиленно ищут и будут сотрудничать по этому вопросу с польской стороной. Совместно с польской стороной прорабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер. В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь, они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне. Напомню, в середине ноября в Польше произошли сразу 2 диверсии на железных дорогах страны. 19 ноября польская прокуратура предъявила заочное обвинение 2 гражданам Украины, уроженцам Харьковской области и Донбасса. Судьбу главы офиса Зеленского Ермака хотят решить всей страной. На сайте президента Украины может появиться петиция с требованием уволить Ермака на фоне громкого коррупционного скандала. Зарегистрировал документ народный депутат Железняк в очень символический день, 21 ноября, в день рождения Ермака. В день рождения А.Б. Андрея Борисовича Ермака мы решили подарить то, о чем он давно мечтал, чтобы за него впервые проголосовали. Поэтому подал от себя сегодня на регистрацию петицию на сайте Офиса президента касательно увольнения Ермака А.Б. с должности главы Офиса президента. Написано: 2 рабочих дня на регистрацию. Интересно, зарегистрируют ли? И, вероятно, многие украинцы готовы проголосовать за отставку Ермака. Если петиция соберет 25 тысяч голосов, на нее должен отреагировать Зеленский. Однако, по данным недавнего соцопроса «Социс», более трети граждан Украины считают, что Ермак наносит ущерб имиджу Зеленского. При этом почти 22% опрошенных верят, что коррупцию можно побороть. Но для этого нужна политическая воля власти. Примерно столько же украинцев заявили, что искоренить коррупцию возможно только при смене действующей команды на новую. И еще 24% участников соцопроса сказали, что бороться с коррупцией в стране реально только при полном международном контроле за действиями власти. Тяжелая ситуация и проблемы с отступлением войск из города. Украинский военный, который смог выйти из Покровска, написал о непростой ситуации и заявил о фактической потере этого города в Донецкой области. Вышел с позиции, жив-здоров. Смог выйти на связь. К сожалению, с неутешительными новостями. Покровск мы полностью потеряли. Он также описал и ситуацию в Мирнограде, старое название Димитров, которое используют россияне. Проход, по которому можно отступить из Мирнограда, всего 1,8 километра. Это на уровне нереального. Мирноград и другие села в окружении в очень плохом положении, в любой момент могут перекрыть выход. Мониторинговый канал Deep State при этом пишет, что россияне продвигаются в центральной части города. С юга враг переходит в центральную часть города, которая постепенно переходит под контроль противника. Там россияне обустраивают позиции, закрепляются и переходят в стадию полноценного боя за населенный пункт. Удается вести активную охоту в районе железной дороги, чтобы не дать противнику взять и там местность под контроль. Однако большое количество фиксаций уже в северной части города указывает на признаки того, что красная зона в ближайшее время достигнет железнодорожного полотна, особенно в юго-западной части Покровска. В российском же Генштабе уверяют, что более 75% территории Покровска под контролем РФ, и зона этого контроля расширяется. В украинском же Генштабе эту информацию называли неточной, при этом в Минобороны РФ уверяют, что ситуация в пользу ВС РФ складывается еще и в Мирнограде, о котором писал военнослужащий ВСУ. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточной, Западной и Южной части города.
Сорваны 5 попыток формирования 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения. В северном направлении при поддержке бронетехники. В Киеве заявляют, что командование всегда готово отдавать приказ на маневр или отвод войск, если удержание позиции приведет к пленению или уничтожению личного состава. Начальник Генштаба Украины заявил, что в Покровске находится около 400 российских военных. При этом Гнатов акцентировал внимание, что в этом году украинской армии не хватает людей, и она истощена. Ситуация очень сложная. Мы действительно истощены в этот военный год, но мы принимаем все меры, чтобы пополнять подразделения и обучать людей. Несмотря на эту ситуацию, мы можем гарантировать, что наши солдаты проходят более 50 дней базовой подготовки перед отправкой в зону боевых действий. Затем им выделяется еще 14 дней для адаптации к условиям на месте. Запад обещает Украине военным путем защищать ее, если после заключения мира между Россией и Украиной силы Москвы начнут новое наступление. Об этом говорится в мирном плане Трампа, который до сих пор разбирают на атомы. Документ включает гарантию безопасности, созданную по образцу статьи 5 Устава НАТО, которая обязывает США и европейских союзников рассматривать атаку на Украину как атаку на все трансатлантическое сообщество. Об этом пишет издание Axios. Уступив земли, сняв с России санкции и дав ей возможность вернуться в мировое сообщество, пишут авторы материала, Зеленский получит взамен сильную защиту. В нем говорится, что любое будущее значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение России на Украину будет рассматриваться как атака, угрожающая миру и безопасности трансатлантического сообщества, и что США и их союзники будут реагировать соответствующим образом, включая применение военной силы. Документ содержит строки для подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. Если Украина не пойдет на мирное соглашение до установленной Белым домом даты, по Украине будет нанесен удар. Киев лишится поддержки Вашингтона, пишет западная пресса. На страницах Вашингтон-Пост говорится, что в Европе называют план чисто российским, поэтому европейцы хотят в сжатые сроки предложить свою альтернативу. Источники издания утверждают, что для приведения документа США в формат, приемлемый для Украины, потребуются месяцы кропотливых переговоров. Речь идет даже о годе. Он добавил: это очень похоже на минеральную сделку. Соглашение о партнерстве между Украиной и США, дающее Вашингтону приоритетный доступ к будущим украинским минеральным контрактам. Мы правили ее 3 месяца перед подписанием. Но это сделка между США, Украиной, Россией и Европой. Поэтому, думаю, переговоры займут скорее 12 месяцев. Это начало мирного процесса, а не конец. Но Трамп уже поглядывает на часы и календарь. Отчет пошел. В интервью радио Fox News он заявил, что Украина так или иначе потеряет земли Донбасса, и дал понять, Зеленскому необходимо принять решение до следующего четверга, то есть до 27 ноября. Свое решение он объяснил так. В какой-то момент ему все равно придется что-то принять. Знаете, он ведь ничего не принимал. Вы помните, прямо в овальном кабинете, не так давно, я сказал ему: «У тебя нет карт». Не забывайте, я унаследовал эту войну. Эта война никогда бы не началась. Я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить сделку год назад, 2 года назад. Лучшая сделка была бы, если бы она вообще не началась. Вот это была бы хорошая сделка. И это тоже могло быть сделано, если бы был правильный президент. Но правильного президента тогда не было. Зеленский же накануне выступил с экстренным обращением к народу. В нем он вспомнил, как клялся на Конституции, как, несмотря на угрозы его устранения в феврале 2022 года, остался со страной. Нынешнюю позицию назвал сложным выбором. Далее цитата: «Либо потеря достоинства, либо риск потерять ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима и дальнейшие риски». В 10-минутном обращении он заявил, что будет искать решения с Америкой, приводить аргументы и предлагать альтернативы, и не даст России возможности заявить, что Киев не хочет мира. Кроме того, призвал прекратить срач в стране, это фактически цитата, и собраться. Очевидно, это была отсылка на недавнее возмущение общества на коррупционный скандал в Украине. Также он заявил о том, что хочет изменить в плане Трампа. Давайте послушаем. Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов любого плана не было пропущено как минимум 2 – достоинство и свобода украинцев. Потому что именно на этом базируется все остальное. Наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее. Мы будем и должны делать все, чтобы в результате война закончилась. И чтобы не закончилась Украина, не закончилась Европа и глобальный мир. В то же время о мирном плане уже уверенно заговорили в России. Кремль обратился к Зеленскому. Киев призвали договариваться. Ультиматум прозвучал так. И лучше делать это именно сейчас, чем потом. Пространство для свободы принятия решений для него сокращается по мере утраты территории в ходе наступательных действий российских вооруженных сил.
И здесь даже не о войне. Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение для них бессмысленно и опасно. Режим должен принять ответственное решение, сделать это сейчас и взять на себя ответственность. Во второй половине дня Путин созвал срочное заседание Совбеза РФ, где заявил, что мирный план Трампа обсуждался с американским президентом еще до встречи на Аляске. Сейчас же те 28 пунктов, которые получила Москва, как уверяет Путин, это измененная версия. В Кремле считают, что план был переписан, потому что условия не устроили Украину, которая, как считает Путин, против прежних предложений Трампа. И заявил, что план может стать фундаментом. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов. У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая. Как считаете, будет ли достигнуто мирное соглашение уже до конца этого года? А об этом, я напомню, пишет западная пресса, опираясь на инсайды из Белого дома. Есть ли у вас ощущение, друзья, что война близится к завершению? Друзья, напишите, пожалуйста, что думаете по этому поводу. Вижу по вашим прежним комментариям, что сторонников мира все-таки намного больше, чем тех, кто жаждет дальнейших боевых действий. К сожалению, надо признать, что такие люди есть с обеих сторон. И, как прежде, прошу вас о поддержке. Сейчас для меня это очень важно. Я вам рассказывал ранее о происках недоброжелателей. Поставьте, пожалуйста, лайк. И если есть желание, подписывайтесь, те, кто этого еще не сделал. К тому же сегодня моему блогу 10 месяцев. Ну, а я продолжаю и далее о допросе Шольца. Олаф Шольц дает показания. Экс-канцлера допрашивали в Германии перед следственной комиссией парламента Мекленбург-Передней Померании по делу о строительстве спорного Северного потока-2 и создании земельного фонда защиты климата, через который достраивали газопровод, несмотря на угрозу санкций США. Один из главных вопросов, заданных Шольцу, какую роль сыграло федеральное правительство в появлении этого фонда и помогал ли Берлин таким образом реализации проекта. Шольц утверждает, что считал фонд делом регионального правительства, лишь принял к сведению идею и не вмешивался, а подробности его создания просто не помнит. Также впервые Шольц публично подтвердил, что в августе 2020 года, будучи министром финансов, он направил письмо своему американскому коллеге Стивену Мнучину. В этом письме он предлагал построить в Германии терминалы для импорта СПГ из США в обмен на отказ Вашингтона от санкций против Северного потока-2. Кроме того, Шольц напомнил, что в феврале 2022 года, после начала войны, именно он заблокировал ввод газопровода в эксплуатацию. Комиссия уже опросила других ключевых социал-демократов, связанных с этим проектом, и планирует завершить расследование к 2026 году, до следующих земельных выборов. Собак на фронт. Практически одновременно и в Украине, и в России поразили общество резонансными заявлениями. В РФ хотят сделать собак военнообязанными и отправить на войну. На сессии Заксобрания Красноярского края депутаты приняли закон об усыплении бродячих собак. Во время обсуждения законопроекта один из парламентариев, Борис Мельниченко, предложил альтернативу – не усыплять, а отправлять бродячих животных в зону боевых действий на убой, чтобы они, далее цитата, прочесывали минные поля. Красноярский депутат уверен, что так можно снизить гибель российских военных на фронте. Так может нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих и отправить их туда прочесывать минные поля? А почему бы нет? Потому что мы говорим о том, что есть службы, общественные организации, которые стоят на защите животных. Давайте, может, их в другую категорию переводить для того, чтобы просто-напросто не тратить 70 миллионов. А в Украине мобилизовать мужчин, хозяев служебных собак, предлагает бывший командующий аэромобильными войсками Якубец. По его словам, на фронте в условиях дефицита личного состава мобилизованные с собаками могли бы эффективно обнаруживать россиян. Всех мужчин, ребят, у которых есть служебные собаки.
И имея оперативные группы, нет, извините, ячейки такие по 2-3 человека с собакой, которые будут вести на широком фронте наблюдательные действия. Собака будет обнаруживать врага намного лучше, чем наши пехотинцы. Мышиный бунт в Казахстане. Жители села Бейбарыс, это Атырауская область, бьют тревогу из-за грызунов, которые буквально заполонили дома. Мышей так много, что местные власти временно закрыли 2 школы и 2 детских сада. Сейчас в учебных заведениях проводят дератизацию, то есть травят и отлавливают грызунов. В домах и квартирах население борется с мышиным нашествием самостоятельно, с помощью различного рода ловушек, но пока безуспешно. Люди утверждают, что подобного нашествия в селе еще не было. Каждая 3-я женщина в мире подвергается насилию. Об этом говорит статистика ООН. В докладе организации утверждается, что только в этом году 316 миллионов женщин пережили агрессивные действия различного характера со стороны мужчин. По данным ООН, эта цифра остается практически неизменной уже 2 десятилетия. Возраст пострадавших от 15 лет и старше. С жестокостью сталкиваются прежде всего женщины, живущие в странах, где идут войны, а также в наименее развитых государствах. Насилие в отношении женщин остается одним из самых масштабных глобальных кризисов общественного здравоохранения и вызовов, одним из нарушений прав человека нашего времени. И по сути каждая община, весь мир в той или иной степени этим затронут. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи, как всегда, уже завтра.